большинстве случаев дорога на Сокотру начинается именно здесь, в аэропорту Абу-Даби. На табло вспыхивает Сокотра, и сразу ясно, впереди необычная поездка. Здесь нет опции просто купить билет онлайн. Перелет и визу оформляют только через турагентство на Сокотре, и без этого на рейс просто не попадешь. Это главный и почти единственный воздушный мост на остров. Всего 2 раза в неделю, по вторникам и пятницам, отсюда вылетают редкие чартеры Air Arabia. Это не обычные рейсы, а особые гуманитарно-государственные маршруты. Все только через туроператоров. И чем раньше забронируешь, тем больше шансов попасть. Полет займет около 2 часов, а цена туда-обратно примерно в $950 на эконом-класс. Друзья, я уже приехал в столицу Сокотры Хабиба. Тут есть некоторые здания, как вы видите. Проблема Сокотры в том, что тут очень много мусора, и люди не приучены, потому что нужно за собой следить. Также, что интересно, тут очень много коз. Что еще? Тут, естественно, много блокпостов, все охраняется. Поэтому тут по сравнению с материковым Йеменом достаточно безопасно. Я приехал покушать. Такую вот лепешку огромную. Она действительно очень большая. И дальше будет рис с курицей, а также сок из апельсина. Вот рис, какие-то овощи, соус и кусочек курицы, лепешка, холодная водичка и замечательный ресторан посреди Сокотры. Городская инфраструктура города Хадибу, то есть столицы Сокотры, конечно, оставляет желать лучшего. Может, я где-то не был, тут есть исключения, но все, в принципе, выглядит вот так. Недостроено, в мусоре, в козах. Какая-то старая техника тут разбитая. И очень жарко. Сейчас сезон, и тут градусов 40 на солнце. Невозможно находиться без кепки какой-то или без шапки, потому что это холод. Показываю, как делает головной традиционный йеменский убор. Так, складывают пополам треугольник, и потом набрасывают как вот так. Угу. Ага, и заворачивают сзади. So, am I like Yemen guy? Yeah. Thank you, thank you. Сокотра находится в северно-западной части Индийского океана, у входа в Аденский залив. Весь архипелаг тянется примерно на 250 километров и состоит из 4 островов и 2 скальных островков – Сокотра, Абд-аль-Кури, Самха и Дарса. Главный остров имеет площадь порядка 3600 квадратных километров, а в центре поднимается хребет Хаджир с вершины около 1,5 километра. Архипелаг включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря уникальной биологической среде, которая сложилась здесь в изоляции. Из 825 видов сосудистых растений 307 встречаются только здесь. Среди самых узнаваемых – драконово дерево. Изолированное положение и ограниченная инфраструктура долго удерживали туристический поток на низком уровне, поэтому природа здесь воспринимается как живая лаборатория эволюции. При этом организованный и более бережный туризм постепенно развивается. Интерес к острову ощутимо растет, но масштаб визитов до сих пор остается умеренным. По данным Минтуризма Йемена, после провала середины 2010-х поток приездов постепенно восстанавливается.
Это 1200 визитов в 2021 году и 2260 в 2022. This is a kind of drug. If you eat it a lot, you make you are wake up all the time. Your eyes still wake up. You work hard in the field. This is we call it kind of drugs. Yeah, it's very famous in Yemen. The capital of Yemen called it Sana'a. Also now people in Socotra they like it so much when they work so Yemen so long. They eat this So it's popular too popular here. in Socotra. This time it cost around $15. $15 Yeah. for this For this. amount, like. Yeah. Oh my God, it's Yeah. expensive. Yeah. Yes, expensive. But is it grows here? No, in Yemen. In Yemen. Yemen. Okay. We bring it from Yemen by ship. That Okay. comes to take But the- it's cheaper in Yemen, yeah? In Yemen it's cheaper. Okay. В общем, этот кат нужно класть за щеку и жевать его где-то минут 15, и потом просто оставлять за щекой. Мне сказали, что щека немножко увеличивается в размере, но это нормально. И эффект, ты просто не спишь, достаточно активный. Ну, посмотрим, я только попробовал. Но сейчас, к сожалению, ощущаю усталость. Но как вы сказали, что его нужно жевать постоянно, чем больше ты его жуешь, тем больше эффект. 3-4 часа держать щекой. Но я это выплюнул уже, потому что там вкус ужасный, просто как трава четкая. Мы направляемся из Хадиба в другую часть острова. Примерно 75 километров пути и около 1,5 часов дороги. Сначала ровный участок, затем серпантин с подъемом в горы и длинный спуск. При постоянной жаре и отсутствии туч это лучший момент маршрута. Поднимаешься выше, ловишь прохладный ветер с плато. Температура падает на пару градусов, и дорога превращается не просто в переезд, а в небольшое спасение от жаркого дня. Позади меня находится советский танк, их несколько, а там есть еще. Они были сюда доставлены для защиты острова от неизвестно кого. Вот, но они ни разу не использовались, и просто тут они вот так остались ржаветь. То есть тут не было никаких боевых действий. И ну, видите вы видите, в каком они состоянии. Можно посмотреть. Обычный советский танк, какой-то Т, наверное, 34-й. Вот. Посмотрим. Все заржавело. Внутри куча песка. Вот. И такой потрясающий берег. С 1967 по 1990 год Сокотра входила в Южный Йемен, союзник СССР. Для советского флота это была удобная якорная точка рядом с узким проливом у входа в Красное море. Корабли пополнялись через Аден без строительства капитальной базы на самом острове. На побережье до сих пор видны вкопанные советские Т-34, доставленные морем и использованные как неподвижные огневые точки. Критики тогда и сегодня говорят о показной милитаризации уникального острова с писанной техникой ради демонстрации флага, тогда как реальные задачи слежения и сдерживания решались на рейде силами флота, а не танками, врытыми в песок. Чтобы увидеть всю красоту, немножко нужно подняться наверх по таким вот скалам. По такой жаре это не так легко. Но мы не сдаемся. Скалы достаточно острые. И поэтому, если вы собираетесь на Сокотру, обязательно берите обувь для хайкинга, сандали, например, или кроссовки. Потому что
тут на самом деле стоит постараться, чтобы подняться и не порезаться, например. И такие скалы с видом. Let's go! Вот лагуна. Некоторые дюны здесь могут достигать высоты больше 100 метров. Поэтому можно брать борт, не сноу, а сэндборд, и кататься, вернее спускаться по этим дюнам вниз. Ребята, значит, это сегодня будет наше укрытие. Мы здесь будем есть, пить, отдыхать и поставим здесь палатку рядом. Тут также такой небольшой лагерь с туристами. Мальчики продают лобстера огромного, поймали здесь. И вот берег. К сожалению, большая проблема, что люди тут абсолютно, как я и говорил, не приучены выбрасывать мусор, и поэтому, когда вы едете, особенно в таких более-менее людных местах, вы видите, что все в каком-то говне. Пластик, всяческие металлические банки жестяные и тому подобное. Big one, big one. Big one. Welcome to Scotra. Welcome, welcome. Welcome to Scotra. Thank you. Смотрите, какая рыба интересная. Класс. Тут рядом детки со мной, мы сейчас отправляемся кататься на лодке и искать дельфинов. Ну, возможно, нырять с маской, посмотрим. И вот смотрите, какие тут лодки, козочки. И вот такой вот вид на остров с этой стороны. Рядом. Ой, красиво танцует. О. Поездка займет примерно 40 минут на моторной лодке местных рыбаков. Для них это подработка с туристами, а для нас шанс увидеть настоящую жизнь на воде. Как они ловят рыбу и, возможно, как работают сети. И все это на фоне невероятной красоты вокруг. Сокотра славится необычайно богатой морской жизнью. Вокруг острова простираются одни из самых нетронутых коралловых рифов Индийского океана.
Здесь обитает более 250 видов кораллов. Разнообразие рыб поражает. Зарегистрировано свыше 730 видов прибрежных рыб. Помимо рыб, рифы и прибрежные воды населяют около 300 видов крабов, лобстеров и креветок. Благодаря океанским течениям у берегов Сокотры возникают зоны подъема богатых питательными веществами глубинных вод, что обеспечивает высокую продуктивность морских экосистем. Показательно, что морские экосистемы Сокотры до сих пор менее деградированы, чем рифы на большинстве остальной части Индийского океана, и архипелаг служит важным центром воспроизводства и расселения морских видов в регионе. Друзья, мы уже приплыли на пляж, приехали на пляж. Плыть сюда около часа с предыдущего места. Я, наверное, напишу внизу, как называется этот пляж. Конечно, нет уже такого мусора, как в предыдущем месте, но посмотрите, какая тут красота. Тут еще круче, чем было там. Тут еще сегодня солнечно, и вода по цвету напоминает, конечно, Мальдивы или Танзанию, Занзибар, вернее. Также такие лодочки вот тут стоят. И длинный пляж вдоль холмов. Так что тут, конечно, можно забирать и насладиться уединением, потому что сюда все равно приезжает так много людей. Там есть небольшие деревья, под которыми можно сесть, и отдыхать, пить алкогольные подходительные напитки. По поводу добычи морских черепах, исторически на Сокотре их действительно брали ради мяса, зная места гнездования на островках и в бухтах. В 2011-м местные СМИ даже фиксировали всплеск нелегального забоя и торговли, что тревожно, ведь все 4 вида здесь в Красной книге. С 2013 года при поддержке международных организаций запустили охранные программы, и сейчас черепахи под официальной защитой. Сейчас мы идем к пещерному человеку, вернее человеку, который, вероятно, живет в пещере, но это не точно. И будем с ним общаться. К нему водят всех иностранцев, кто есть на острове, поэтому он уже привык к такому вниманию и зарабатывает, естественно, на этом деньги. Будем немножко подниматься вверх по горе, чтобы к нему попасть. Какую-то из этих пещер. Мы уже пришли к пещерному человеку. Он завел себе детей, поэтому тут постоянно не передумывание живет. Поэтому он приходит, чтобы встретить нас, туристов, для того, чтобы с нами поздороваться. Вот, а вечером уходит обратно домой. И давайте посмотрим на этого человека. Абдулла. Всяких Абдулла. соответственных для пещерных людей. Say hi. Hi. О, видите, что-то не отвлекается. Все, будем с ним общаться. Кстати, это китовая часть кита, челюсти, вероятнее всего. Посмотрите, каких больших размеров. This is from Brazil. So this is like greetings, yeah? You do Yeah, like salam this? salam. Yeah. Oh, yeah? All writing, yeah. All right. Yeah. So totally, when the first time he come after 3 days, 4 days, welcome, مرحبا مرحبا.
We do Okay. like this. Yeah, أولاد الجنية too much. All people in Socotra do like this? Yeah, sure. This is our I mean, كانوا culture. يجزاهم يا Okay. It's only with friends or with... Friends, for father is the different grades. My father like this, and then I care okay, with the father. with the father. But friends, no. Usually he also has got here, and then he eat all food here, and then he sometimes go to the fishing also as well. And then sometimes also climb to the mountains to take some wood from the top. Okay. كانوا 15 9 ماتوا و6 بخير. Six now still. 6? Oh, yeah. Так, Again. дают чаечек всем вот тут угощают. Local tea. Again. Yeah. Local tea. This One is of my children. Welcome. Thank you so much. You're welcome. خربطة. Yeah, شاس. Чай, да? Чай. Yeah. Yeah, gas. Stay more. The baby is die. More blood. اللي ولد في الساعة. Давайте поподробнее о том, которого на Сокотре называют современным пещерным человеком. Его имя Абдулла Аль-Салим Эллай, и сейчас ему около 62 лет. В сезон, когда авиасообщение с островом доступно, он каждый день приходит в свою пещеру у лагуны Детва, хотя семья живет в деревне Калансия. Раньше его жизнь была проста и почти первобытна. Но даже сейчас он ловит рыбу руками, собирает моллюсков, разводит костер и хранит удивительные трофеи, включая кости кита ради развлечения туристов. Но вместе с тем Элай поразительно открыт миру. Он говорит по-английски и немного понимает русский, итальянский и польский, выучив их у туристов, которые приходят в его пещеру. За его образом скрывается и личная, очень тяжелая история. У Элая было 15 детей, но 9 из них умерли, и это суровое напоминание о том, как трудно было жить на острове. Сегодня он стал символом Сокотры. Туристы тянутся к нему ради экзотики, а также для встречи с человеком, который сохранил тепло, простоту и связь с природой. Но если позволим себе немного романтизировать, то его можно назвать последним пещерным человеком и живой легендой острова. Это используется как чашечка небольшая, чтобы пить чай. Very good. The grass I put it in the tea. Good smile. Yes. Very good for the throat. Yeah. And this medicine for stomach sometimes and for skin. Hey. Посмотрите, они приходят, когда он начинает их кормить. Посмотрите. Это вообще маленький какой. Hey. Так, это маленькая устрица. Сейчас буду пробовать. Oysters. Yeah. ده ما العايد ده Это нормально, вкусно. Позади меня бутылочное дерево. Оно сейчас как раз цветет, сезон цветения. И оно является эндемическим, то есть растет только на острове Сокотра. И почему оно так называется? Потому что оно похоже на бутылку, то есть оно хранит в себе воду. И если по нему постучать, будет такой
звонкий звук, да, если можно так сказать, звонкий звук, и оно содержит в себе очень-очень много воды. То есть мы сейчас постучим, и вы послушаете. То есть оно очень много где растет на Сокотре, во многих местах. Такое дерево. А тем временем мы направляемся в центральную часть острова. Впереди нас ждет дорога длиной около 77 километров, которая займет 1,5 часа. Она приведет нас в горы, на высокое плато, где открывается одна из самых главных природных достопримечательностей. И именно здесь мы сможем познакомиться с уникальными продуктами, которые местные жители изготавливают из этих редких растений. This is actually it's sanabari. It's from the dragon ball tree. Before the people take it from the trees by knife, and then becomes actually stone. The local people degrade it at home, and then becomes powder. Then after that, you can bring a little bit of water, and this mix together, and then you can put it in your face to protect from the sun. Yeah. Okay. Actually, also here more they use it the locals women. Кстати, наибольшая проблема для таких деревьев драконьих здесь — это козы, вот видите, которые съедают маленькие растения и не дают развиваться популяции этих деревьев. Поэтому их пытаются как-то сохранить. Вот, но так как коз очень много, это представляется довольно трудным. Ну, тут они отдыхают, подружки или друзья. Маленькие, большие, и все едят, все, что тут растет. Мы поднялись наверх, и поскольку большинство Dragon Tree растут наверху, тут также есть потрясающий, очень большой каньон. Ну, не прям очень большой, но для Сокотры он достаточно большой. И видите, какие тут огромные камни, валуны. Откалывается постепенно на протяжении тысяч лет, скатывается вниз. Видно, что в каньоне протекает речка, но сейчас она засохла, ничего абсолютно нет дождей, поэтому остались только вот следы от речки, камни и такие вот борозды. Кстати, дорога вниз каньона ничуть не легче, чем подъем. Спуск требует серьезной подготовки. Во-первых, нужен опытный водитель, который умеет работать на таких дорогах. А во-вторых, настоящий внедорожник, способный вытянуть не только вас, но и все снаряжение, палатки, вещи и оборудование. Как вы сами видите, преодолеть такие места непросто, и без этого точно не обойтись. Так, друзья, мы уже приехали в временный лагерь наш. Мы будем ночевать сегодня наверху, здесь в горах. И нам приготовили вот такой ланч. Значит, он состоит из риса и курицы. Также здесь есть картошечка с горохом и подливкой, овощи, арбуз, водичка, пепси-кола. И несколько предстоящих дней мы будем без туалета, вернее, туалет будет, где вы заходите, там и будет без воды. Вода будет только в ручьях, если вы найдете.
и без душа. Ну, то есть у нас есть бутилированная своя вода, и на этом все. Это будет, конечно же, тяжело, но мы справимся. Если сказать о Вади Дирхур на плато Диксам, это главный каньон Сокотры с перепадом около 700 метров от кромки плато к узкой долине с естественными пресноводными чашами. Сюда добираются только по крутому грунтовому серпантину, а затем проходят короткий участок пешком. Над обрывами почти всегда парят египетские грифы. На Сокотре у этого вида зафиксирована наивысшая в мире плотность, поэтому их легко наблюдать прямо над кромкой каньона. Лучшее время для визита – октябрь-апрель. В сухой сезон оживает вся локация. Вода в чашах чаще прозрачная, дороги стабильнее, а по соседству особенно выразителен лес с крупнейшим на острове массивом драконовых деревьев. При планировании учитывайте сезонность. В муссон, то есть летом, сильный ветер сбивает логистику, а после ливней в любое время года в Ваде возможны внезапные паводки. Спуски в такие дни небезопасны. Если постучать по нему внизу, оно реально звучит как барабан. Потому что там очень много жидкости, как я и говорил. А также, вероятнее всего, это или не раскрывшийся цветок, или листья. Но выглядит тоже интересно. Ярко-красного цвета. И еще одно бутылочное дерево наверху. Посмотрите на него. Цветочки такие. И вид на Вади. И здесь уже начинается лес драконьих деревьев. И посмотрите, как их тут много. Они повсюду. И за ними пытаются следить, чтобы они не умирали от поедания козами, которых тут полно. Вот часть разрушенная, ее ветви большие достаточно. На горном плато дышать намного легче, а после заката горячий камень остывает, поднимается сухой бриз, и прохлада на высоте ощущается сильнее, чем у моря. Кстати, климат острова – тропическая пустыня на стыке муссонов. В Хатиба круглый год стабильно тепло, днем обычно около 30 градусов, ночью 23-27. Самый некомфортный период – ветреный летний муссон с конца мая по середину сентября, когда дуют очень сильные ветра и штормит море. Внутренние горы и плато получают больше влаги за счет орографии и дают ощутимо более прохладные ночи. Поэтому именно здесь после заката особенно комфортно. И именно здесь чаще всего ищут места для ночной съемки звездного неба. Ребята, живем мы скромно, но уютно. На фоне драконовых деревьев, Драгон-3. И будем скоро идти опять в поход и встречать закат. Посмотрите, сколько их здесь. Кстати, самая высокая гора на Сокотре высотой в 1050 метров. И поход туда занимает около 3 дней, потому что там очень много подъемов, спусков. Но мы туда не пойдем в этот раз. Может быть, в следующем. И также там есть вот коровка. Также
машинка. Туалета, естественно, нет, как я и говорил. Душа нет тоже. Будем мыться с бутылки. У меня всего лишь здесь небольшой матрас, вот такая вот простынка и подушка. Матрас, конечно же, использовался миллион раз. И по флипуту это покрывало небольшая простынка. Тоже не первой свежести. Ну и, соответственно, подушка такая же. Но самое, конечно, сложное здесь это жара и сильное солнце. Тут может быть УФ 12, а также отсутствие обычных бытовых удобств, душ, туалет и так далее. Вот, поэтому через несколько дней, конечно же, привыкаешь, но хочется иногда домой. Но, безусловно, сюда стоит приехать, потому что здесь очень красиво и необычно. Тут даже вон коровы водятся, небольшие, правда, но есть. Она меня боится, не буду ее пугать, чтобы... Это на самом деле большая проблема. Я дальше покажу, что люди пытаются некоторые сохранить эти деревья, Dragon Tree. Но так как козы и коровы съедают молодые паростки, молодые растения, это представляется довольно сложным здесь. Но обычным людям важнее, конечно же, поесть, прокормить семью здесь, потому что большинство здесь живет очень бедно и зарабатывают компании, а большинство, конечно же, живет за копейки. Кстати, интересно тоже, что наверху все состоит из вулканической основы, то есть застывшая магма. И вы можете увидеть, что вот очень много таких вот кусочков или кусков больших магмы. И среди них растут вот такие потрясающие деревья.
Часто в лесу можно услышать игру местного пастуха-музыканта Эса Мальха. Он играет на традиционной сокатрийской металлической дудке-флейте, которую называют кереп. Это тонкий медный инструмент примерно с ладони, с 5 отверстиями. На этой флейте сейчас умеют играть считанные люди, менее 2 десятков. Эса жил и пас коз в районе Вади-Дерхор у плато Диксам. И играл чаще по ночам. Звук помогал держать стадо рядом, а сами мелодии считались ностальгическими песнями и воспоминаниями. И эта традиция жива именно в этих горно-лесных сообществах острова. Так, про дерево дракона, также чем оно уникально, тем, что здесь есть вот такая красный сок и смола. И если вот так провести пальцем, у вас будет красный палец. Видите? Самые громкие цикады, которых я когда-либо слышал и видел, она где-то тут. Это всего лишь одна. We are in the garden of the new babies. The local people, they planted here in 2004. At least here you find between the eggs 25, less than 25, 20, at least 10 years ago. And then the community people make these funds to plant another forest here. When these trees comes big, they will move all these. Друзья, мы уже приехали на новую локацию. Значит, мы будем здесь ночевать одну ночь. Это берег Индийского океана с белоснежным пляжем и пальмами. И отправимся сегодня на самые большие дюны также. Жара тут страшная, невероятно, конечно. Долго находиться на солнце невозможно, песок очень горячий. И индекс 12. Поэтому нужно что? Нужно мазаться кремом обязательно. Ребята, наша следующая остановка — это эти пещеры. Сейчас мы зайдем вовнутрь и посмотрим, что там находится. Могу сразу сказать, что там есть маленькие пещерки, и вам нужно обязательно будет взять с собой фонарик или какой-то источник света для того, чтобы увидеть, что там происходит. Как вы видите, здесь и слышите, здесь очень много птиц. И это все благодаря тому, что тут есть вода. Тут есть какие-то растения, травка. И очень уютно для того, чтобы птички могли тут размножаться. Посмотрите. Несмотря на то, что вокруг снаружи пустыни, снаружи пещеры, жара,
и очень мало растительности. Но здесь очень прохладно и приятно находиться. В общем, я пробираюсь тут по пещере и смотрю, что тут внутри. Но тут, конечно, ничего нет. Просто пещера. Фух, и жарко. Так ходить. Нужно поддерживать местный бизнес йеменский, поэтому мы здесь. Я не буду на него садиться, только сфотографируюсь. Но он очень миленький и симпатичный. Посмотрите на него. Красавец какой, видите. Надеюсь, ему тут хорошо. Эти две француженки снова на Сокотре. И снова без сладостей и наличных. Их принцип прост, только развивающие подарки. Пластилин, конструкторы, бисер – это то, что тренирует моторику, воображение и усидчивость, объединяет детей в совместной игре и дает результат не на минуту, а надолго. Дальше едем на восток острова. Дорога займет почти час. Около 35 километров по прибрежной линии. Маршрут тянется вдоль длинного участка Дайра-Бич на южном побережье. Рядом песчаные дюны Захек, где барханы буквально сходят к океану. Здесь мало инфраструктуры. Открытая волна Индийского океана и местами ощутимое течение, поэтому купание здесь с осторожностью. Взамен получаем много километров светлого песка и контраст дюн и бирюзовой воды. Ребята, мы уже преодолеваем вот такой потрясающий каньон. И каждый раз меня, конечно, Сокотра удивляет, потому что везде, ну, конечно, природа чем-то похожа, но разные ландшафты, белоснежные пляжи, потрясающая бирюзовая вода, красивое небо, солнце. И здесь вот как раз вади, который тянется далеко-далеко туда, от океана Индийского, вон там. И мне здесь очень нравится. Советую вам также посетить это место. Сейчас мы спускаемся по каньону вниз, на ваде, на источники пресные. И вот такая нас дорога ожидает. Там еще тропинка, и за ней еще спуск вниз. Козочка-то тут.
Всех тут перевозят, естественно, в одно время. И, конечно, не ощущается сейчас такого уединения, как бы хотелось. Так как всегда самолет прилетает сейчас раз в неделю, то не очевидно, что все будут идти по одной программе, потому что все-таки тут дорога достаточно сложная. Если вдруг машина поломается у одного, другой поможет, поэтому нужно с этим мириться. Но я думаю, что сюда можно и приплыть кораблем, прилететь отдельно через Йемен, но это, естественно, будет стоить намного дороже. И организовать такой тур только для одного или для двоих будет несколько раз больше сумма, чем если такой же тур, но ехать параллельно, один за другим, при том, что у меня тур как бы индивидуальный. Так что можно наслаждаться так и представлять, что тут никого нет. И вокруг здесь также много бутылочных деревьев, всякая зелень, немного, но есть. Потому что тут вода. Ну, естественно, она пресная, поэтому можно спокойно купаться. Ну, и также тут видно, что много местных здесь приходят купаться. Не знаю, где они тут живут, потому что это такое место отдаленное, среди скал больших. И непонятно вообще, как они сюда приходят. Без машины сюда вообще никак. Ну, очень долго идти, несколько часов, может, от ближайшего города. Ну и когда нет людей, это совершенно другое дело. Все уже ушли. Мы находимся здесь одни. Вы можете посмотреть, какая вода на солнце. Вот по бокам скалы, которые вымыты миллионами лет или тысячами лет. И тут есть только местные мальчишки, которые приходят с гор, вон там из деревни, покупаться сюда и охладиться. Ребята, посмотрите, это прям огромное бутылочное дерево. Но нереальных размеров, его невозможно обнять. Тут находятся цветочки сверху, смотрите. И он также себе копит воду. Слышите звук? Такой глуховатый очень. Мы сейчас находимся в невероятном месте. Это белоснежные дюны, которые достигают высоты 150 метров. Они находятся на северной части острова, на берегу Аравийского моря. И мы попробуем на них подняться наверх. И посмотрите, какого они размера. Это просто какие-то громадины. Я, честно говоря, никогда в жизни таких больших дюн не видел. И они идеально белого цвета. Конечно, камера не передает этой красоты. Нужно обязательно сюда приезжать и своими глазами увидеть. А также напротив пляж с
бирюзовой водой. Так что сейчас будем подниматься. Я поднялся буквально метров 15 вверх. Вот. А до самой вершины еще очень далеко. Конечно, это трудно на такой жаре делать. Тем более песок, он очень мелкий и трудно ступать. Особенно вот таким наклоном. Белый цвет дюн Сокотры объясняется их карбонатным составом. Это в основном биоклассический песок из раздробленных раковин и кораллов, кальцит, арагонит, поэтому у самой кромки моря тянется снежно-белая прибрежная лента, а дальше по суше, при примеси континентального материала, песок желтеет. Формируются дюны за счет переотложения пляжных и мелководных отложений под действием сезонных муссонов. Летом устойчивые сильные ветры подхватывают песок, перегоняют его вдоль побережья и накапливают на равнинах и у естественных преград рельефа, из-за чего массы песка навешиваются на краях известняковых плато и образуют протяженные волнистые поля с пологим наветренным и более крутым подветренным склонами. Так, друзья, сегодня мы отправляемся смотреть самую большую пещеру на Сокотре. Подниматься туда около 1,5 часа. И, естественно, сейчас 7 утра и уже стоит страшная жара, поэтому подниматься нелегко. А нам нужно вот туда наверх. Мы уже зашли в эту пещеру. Вот так она выглядит. Сейчас мы будем туда заходить. Обязательно нужно брать с собой вот такой headlight. Видите? Чтобы нужно было там ходить, потому что там полная темнота. Но зато тут прохладно. Поднимался где-то сюда 1,5 часа. И по такой жаре я чуть не умер, пока поднялся. Реально. Это был самый сложный подъем здесь. Не знаю почему. Мы пришли к озеру, где местные в сухой сезон берут воду. Тут очень чистая вода. Она очень прохладная. Идти сюда минут 15. И, конечно, без света трудно передать размеры этой пещеры. Мой гид сказал, что она длиной около 3 километров. Но мы 3 километра, конечно, идти не будем. Постоим здесь и пойдем обратно. Мы приехали, пожалуй, в самый комфортный кемп из всех, что я видел. Интернет здесь есть точечно, локальный йеменский, с лимитом трафика порядка 1 гигабайт за 2000 реалов. Поэтому связь работает не везде, но в этой точке выручает. Берег идеально подходит для снорклинга. Прозрачная вода и близкая кромка рифа. Для полноценного заплыва место менее удачное из-за волн и течений. По еде, по предварительному заказу готовят свежие продукты, рыба, лобстеры, осьминог. Цены зависят от улова.
Большинство таких кемпов построены на благотворительные средства, в том числе при поддержке ЕС и отдельных европейских стран. Так, ребята, я приехал на какую-то часть острова отдаленную, взял с собой маску и трубку, буду снорклить. И находится здесь потрясающий пляж в камнях, здесь очень много черепах, разных видов кораллов, разных видов рыб, крабов. И тут очень много также таких белоснежных кусочков кораллов. Посмотрите. Очень красивое место. Даже сделаны душевые кабинки, какие-то укрытия более-менее приличные для Сокотры. Друзья, мы уже отправляемся на последнюю на этом острове достопримечательность, которую мы посетим в течение нашего путешествия. Она называется Infinity Pool. Это должен быть такой природный бассейн, в который мы сейчас будем идти по такой вот дорожке вдоль гор. Вот бутылочные деревья. И там купаться, там пресная вода, естественно, поэтому не нужно будет мыться после этого. И сегодня хотя бы облачно, легче идти, потому что в таких условиях жить для кому-то нравится, а для кого-то это все-таки немножко истощает такой образ жизни. Вот. Сейчас придем, и я вам все покажу. Посмотрите, как бутылочные деревья адаптируются к разным поверхностям и местам. Вот, например, скала, в ней небольшие отверстия и маленькие корни, которые впились туда вовнутрь. И вот такое толстое дерево. Хотя по высоте оно сантиметров, наверное, 25. И такое же рядом. Так, друзья, мы уже находимся возле этого бассейна. Посмотрите, какой здесь вид. И сейчас мы будем плавать. Я даже не представляю, когда тут большая группа, сколько, 20 человек, что тут происходит. Но, слава богу, осталось несколько человек всего лишь. Я надеюсь, они побыстрее уйдут, и мы останемся одни здесь. Посмотрите, какие виды вокруг. И там Аравийское море. Дорогие подписчики и друзья, когда здесь дождь,
сезон дождей, то вся вода, естественно, уровень всей воды поднимается, и здесь образуется такой водопад. И вся вода стекает туда вниз. В общем, здесь очень красиво, вернее, еще красивее, когда здесь сезон дождей. Но сейчас тоже очень-очень симпатично. Вот. Сейчас мы посмотрим туда вниз. Сейчас видно только маленький ручеек, который течет вниз и впадает дальше в Аравийское море. Но место на самом деле классное. Вода прохладная, можно отдохнуть в такую жару. Друзья, все-таки забыл показать вам еще одну достопримечательность Сокотры, которая появилась совершенно недавно относительно. Это корабль, вот он, который разбился около 3 лет назад здесь, на берегу Сокотры. Когда был ветреный сезон, был очень сильный ветер, и он вез сюда с материкового Йемена какие-то горюче-смазочные материалы. Ну и в общем, когда он разбился, капитан решил порезать этот корабль, часть, вернее, его, и отправить обратно металл в Йемен. То есть вот это все, что осталось от него сейчас. И это как новая достопримечательность. Сейчас мы туда пойдем и посмотрим ближе, что с ней сейчас происходит. Так, друзья, я поднялся наверх этого корабля. Не знаю, зачем я это сделал, чтобы вам показать, насколько он разрушен. Надеюсь, я тут нигде не провалюсь, потому что тут все проржавело, тут металл толстый. Вот. И слышно, как волны бьются об ту часть корабля. Вон там нос, это задняя часть. Видно, что тут ему долго не осталось жить. Такой вот кораблик. Последний вечер я решил выбраться в Хадиба, столицу острова, просто пройтись по городу и заодно поужинать. Многие туркомпании, кстати, включают в программу последнюю ночь в отеле. И, по правде говоря, это отличная идея. После недели в палатке под постоянной жарой возможность выспаться в нормальных условиях воспринимается как настоящий подарок. Друзья, сегодня 8-й день и последний нашего путешествия по Сокотре.
И вы видите позади меня аэропорт Сокотра. И всего через несколько часов я буду лететь уже обратно в Абу-Даби. Не знаю, чего я так рано сюда приехал. Ну, вернее, знаю, потому что меня привезли так. И хочу сказать, что путешествие здесь не из самых легких в плане того, что здесь нет таких условий комфортных, как привыкло большинство европейцев. И к этому нужно быть готовым. Но то, что я с уверенностью могу сказать, так это то, что это самый, как тут говорят, инопланетный остров на Земле. И тут очень много разных классных мест, которые обязательно стоит посетить. Невероятные пляжи, потрясающие горы, озера разные, большие, эндемические растения и так далее. И поэтому, если у вас будет такая возможность посетить эту часть Йемена, обязательно едьте сюда. Тем более Сокотра считается одним из самых безопасных мест в Йемене, потому что здесь имеют очень большое влияние Эмираты арабские, и поэтому в случае каких-то проблем они готовы, так сказать, вписаться за Сокотру. Деньги особо здесь не нужны. Ну, вернее, нужны, если вы хотите какие-то экстра услуги, что-то купить дополнительно в магазине или там лобстер и так далее. Морепродукты очень дешевые здесь, так что не меняйте очень много денег, когда приезжаете. Берите только доллары, евро здесь менять нельзя. Ну и надеюсь, вам понравилось мое видео. И до встречи в новой стране. Пока.